Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Мы уже связали несколько бычков и одну коровку, а сегодня я хочу представить вам мою новую игрушку, тоже символ 2021 года. Это буренка по имени Зорька. У нее очень длинные реснички, вымя с 4 сосками и ручки и ножки, которые двигаются вверх и вниз. Буренка самостоятельно не стоит, но очень устойчиво сидит. Рост ее вместе с рогами в положении стоя около 18 сантиметров, а сидя 14. Связана она из акриловой пряжи, использованы 3 цвета: тело, голова, уши, руки, ноги и хвост светло-коричневые, рога и копыта черные, а нос и вымя персиковые, хотя фото и видео немного искажает цвет, и он больше похож на розовый. Буренка очень проста в вязании, никаких сложных деталей у нее нет, разве что немного необычно вяжется вымя. Но я все подробнейшим образом покажу. Мастер-класс будет состоять из 3 частей. Сегодня в первой части я вам сначала, как всегда, расскажу и покажу о материалах и инструментах, необходимых для изготовления буренки, а затем мы свяжем голову, уши и рога. А в процессе вязания головы приклеим реснички к глазкам и вставим их. Во второй части мастер-класса мы займемся всеми остальными деталями игрушки и свяжем тело, руки, ноги и вымя. Ну и в последней, третьей части мастер-класса мы сделаем сборку и полностью закончим с коровкой. Если вам понравилась моя буренка Зорька, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится пряжа 3 цветов: светло-коричневая, черная и розовая или персиковая, как у меня. На этот раз я буду использовать 100% акрил. Это Yarn Art Elite, метраж 100 грамм на 300 метров. Вязать буду крючком 2 мм. Еще нам понадобятся глазки на безопасном креплении. Диаметр их 6 мм. Самые обычные, черные. А также накладные ресницы из фикс-прайса. Для того, чтобы надежно их прикрепить, воспользуемся клеем Момент Кристалл. Ну и обязательный набор инструментов: ножницы, игла с широким ушком, английские булавки и палочка для набивания игрушки наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Первым делом займемся головой. Для этого сначала берем пряжу персикового цвета и вяжем первый ряд: 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем 1 воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд: 6 прибавок подряд, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд: 1 столбик без накида, прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд: 2 столбика без накида, прибавка, повторить 6 раз.
5 ряд. 3 столбика без накида, прибавка, повторить 6 раз. Дальше вяжем 5 рядов по 30 столбиков без накида в каждом. Последний столбик без накида 10 ряда провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи на коричневый. Берем пряжу коричневого цвета и ею довязываем этот столбик. Вот так. А ниточку персикового цвета обрезаем. Теперь натягиваем оба хвостика. И вяжем 11 ряд уже светло-коричневой пряжей по схеме 3 столбика без накида, убавка, повторить 6 раз. При этом 2 хвостика необходимо ввязать. Я предпочитаю делать невидимые убавки. Для этого ввожу сначала крючок за переднюю стенку первой петли по ходу вязания, затем ввожу крючок за переднюю стенку второй петли по ходу вязания, провязываю их, а затем провязываю 2 петли с крючка. Получилась невидимая убавка. Вяжем дальше. Двенадцатый ряд. 2 столбика без накида, убавка, повторить 6 раз. Дальше вяжем 2 ряда по 18 столбиков без накида в каждом. Пятнадцатый ряд. 2 столбика без накида, прибавка, повторить 6 раз. Дальше вяжем 3 ряда по 24 столбика без накида в каждом.
На этом мы приостановимся. Необходимо вставить глазки, но прежде нужно подготовить их. Берем глазки, ресницы и клей. Нам надо отрезать ресницы примерно по 5 мм с каждой стороны, чтобы длина и густота их была одинаковой. И приклеить к обратной стороне глаз. Вот сюда. Ну все, теперь осталось дождаться полного высыхания клея. Итак, клей высох, глазки полностью готовы. Можно их вставлять. Я уже отметила места, где они будут располагаться. Это с другой стороны от контрастной нити, чтобы не была видна ступенька перехода от одного цвета к другому. Глаза у меня будут находиться между 14 и 15 рядами от начала детали. Расстояние между ними 2 петли. Вставляем и закрепляем. Глазки надежно зафиксированы. Ну и продолжаем вязание. 19 ряд. 2 столбика без накида, убавка, повторить 6 раз. Двадцатый ряд. 1 столбик без накида, убавка, повторить 6 раз. Теперь приостановимся и набьем деталь наполнителем плотно. Голова набита. Вот так она теперь выглядит. Ну и вяжем последний, 21 ряд. И делаем 6 убавок подряд.
Все, связали последний ряд, обрезаем ниточку. Вытягиваем ее. В конце у нас осталось отверстие, необходимо его стянуть. Делаем это за передние полупетли последнего ряда. Вводим крючок, захватываем нить, выводим ее к себе. И так делаем 6 раз. Теперь хорошо натягиваем нить. Отверстие исчезло. Ну и прячем хвостик с помощью иглы внутри детали. Обрезаем хвостик. Ну и осталось нам только вынуть нить контрастного цвета. Делаем это с помощью крючка. Аккуратно цепляемся за ниточку и вытаскиваем ее. Реснички можно поправить иголочкой. И голова готова. Теперь займемся ушками. Одно я подготовила заранее. Вот так оно выглядит. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу светло-коричневого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд. 1 столбик без накида, прибавка, повторить 3 раза. Третий ряд. 9 столбиков без накида подряд. Четвертый ряд. 2 столбика без накида, прибавка, повторить 3 раза. Дальше вяжем 3 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Восьмой ряд. 2 столбика без накида, убавка, повторить 3 раза. Ну и последний, 9 ряд. 1 столбик без накида, убавка, повторить 3 раза. Все, связали ушко, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к голове игрушки.
Вытягиваем ниточку. И теперь, как в случае и с головой, стянем финальное отверстие с помощью крючка за передние полупетли последнего ряда. Натянем ниточку, отверстие исчезло. Ну и вынем нить контрастного цвета. Ушко готово. Теперь у нас есть два уха. Дальше займемся рогами. Один я тоже подготовила заранее. Вот так он выглядит. Черного цвета, немного изогнутый. Свяжем второй рог вместе. Берем пряжу черного цвета. Сразу предупреждаю, что петли из нее совсем не видны при съемке, поэтому вам придется больше воспринимать на слух. Итак, вяжем первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд. 4 столбика без накида подряд. Делаем это так, чтобы сразу вывернуть деталь. Третий ряд. Прибавка, а затем 3 столбика без накида. Четвертый ряд. Прибавка, 4 столбика без накида. Пятый ряд. Прибавка, 5 столбиков без накида. Теперь спрячем первоначальный хвостик, чтобы он нам не мешал. И вяжем последний шестой ряд. Прибавка, 2 столбика без накида, убавка, 2 столбика без накида. Делаем прибавку. Теперь вяжем 2 столбика без накида, убавка, 2 столбика без накида и закончили ряд. В конце делаем 1 соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, связали, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания рогов к голове игрушки. Вытягиваем и вынимаем нить контрастного цвета. Далее деталь необходимо немного набить наполнителем. Второй рог готов.
рога для будущей коровки. Таким образом, мы с вами связали голову, ушки и рога. На сегодня это все. Ну а в следующий раз мы с вами продолжим и свяжем тело, ручки, ножки и вымя. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!